Okay, it should be someplace there, on my desk. Okay. I'll do it without my notes. Начну без моих записей. The notes may help a bit. Хотя записи могли бы и помочь. First, I'll tell the story of how this lecture came about. Сначала я расскажу историю о том, как эта лекция появилась. You know, I lived in India for about 40 years or more. Я живу в Индии уже 40 лет и даже больше. And about 20 years ago, и примерно 20 лет назад, by the force of circumstance, так сложились обстоятельства, I left India, что мне пришлось уехать из Индии, and I would have to share the teachings that I had learned. И мне нужно было как бы делиться теми знаниями, которым я обучился. To people who weren't from our tradition. Мне пришлось обучать этому людей, которые не принадлежали к нашей традиции. When I was in India, I was teaching our sacred texts to people that were committed to our tradition. Когда я находился в Индии, я обучал на основе священных писаний людей, которые уже присоединились к этой традиции, к нашей. But now I was going to various places where I had to communicate those same teachings to people who didn't have a frame of reference. Но в тот момент я путешествовала, и мне пришлось рассказывать об этом учении людям, которые не имели к нему никакого отношения. I remember my first lecture was, "Can destiny be changed?" И первая лекция носила название «Можно ли изменить судьбу?» A study of karma. Изучаем карму. Then my next lecture was the effect of environment on consciousness. Следующая лекция называлась «Влияние окружающей среды на сознание». That was the 14th chapter of the Gita. На основе 14 главы Гиты. And then the yoga of forgiveness. И следующая лекция была «Йога прощения». Then the yoga of drama. Потом йога театра, как бы, So драма. many subjects. Очень много разных тем. So I had a list of about 15 lectures. И вот у меня был список примерно из 15 лекций. And they would take me quite a bit of time to prepare. И у меня довольно-таки достаточно много времени уходило на то, чтобы подготовиться к I ним. would wake up very early in the morning. Я очень рано утром вставал. 1 a.m. in the morning. В час утра, в час ночи. And I would sit there. И сидел. And I would go through my books. И изучал свои книги. And then put it into a presentation. И составлял таким образом презентацию. Then I would take long walks and give the lecture in my head. А потом я долго-долго гулял и в голове у себя давал эту лекцию. And so after doing this, I had a repertoire, a whole series of lectures. И после вот такого усердного труда у меня появился репертуар, то есть целая как бы серия лекций. And when people would want me to lecture, И когда люди просили меня дать лекцию, I would just send them the list. я просто отправляла им этот список. You choose one. Выберите, как вы хотите. And then I began to write books. Потом я начал писать книги. I write one article every week. Каждую неделю я писала по статье. And then, so I was going to one yoga studio. И вот я приходила в одну студию йоги. Very prestigious place. Это очень престижное место. And
I gave them the list. И я представил им этот список. And I knew them. И я с ними уже был знаком. So I said, what lecture do you want me to lecture on? И спросила, какую лекцию вы хотите, чтобы я дал. And it comes back, death. И тема вышла смерть. I said, I have karma, I have this lecture, I have another lecture. Я им сказала, у меня есть по теме кармы, есть такая, сякая, другая. And they went back, death. И они опять говорят, смерть. So that was 3 months before. И вот это было за 3 месяца до. A month before I wrote them. А до того, и месяц назад я им написал. And I said, what lecture do you want me to И lecture on? спросил, так какую лекцию хотите, чтобы я вам дал? Can destiny be changed? Можно ли изменить судьбу? Fascinating subject. Это просто необыкновенная тема. I said, what about chant and be happy? Или, может быть, вам понравится «Воспевай и будь счастлив». Something a little positive. Что-то такое более позитивное. And they said, death. И они сказали «смерть». Actually, no, I got the whole story wrong. Нет, на самом деле историю все неправильно They didn't рассказал. say that. Они не сказали смерть. They said, the joy of humble service. Они сказали счастье смиренного служения. And I didn't have it in my list. Радость смиренного служения. У меня такого не было в The списке. term for humble service is seva. Сева — это название, как бы, So I didn't have it термин. in my list. Радость смиренного служения. У меня в списке этого не было. So I started pulling my hair out. И я начал волосы But рвать I по don't голове. have hair. Хотя волос-то и нету. And, okay, Ну хорошо. get up 1 in the morning, Встаю снова в час ночи, look at the page, смотрю на страницу. deadlines I have for writing articles, У меня есть сроки, которым должны быть готовы статьи. and I work it out, И я все это как what бы I'm going to say, сложил, подумал о том, что я буду говорить. and then I come to the И studio, вот прихожу в эту студию. wonderful group of people, Там чудесная группа людей. and the lecture was really good И лекция была действительно хорошая. about the concept of humble service. На тему концепция смиренного служения. So after that, И после этого I meet the lady who is in charge. я встретился с женщиной, которая все организует. Said, that was great. И она сказала, чудесно все You было. made a suggestion, Великолепно. Вы сделали, and I gave a lecture, вы как бы предложили, я дал And it really worked out. лекцию, и все сработало. I said, you have any other И suggestions? спросил ее, у вас есть еще другие какие-то предложения, советы? And then she said, death. И тогда она сказала смерть. And then I thought about it, И я подумала об этом. and I thought, well, this actually is a good topic. И я подумала, на самом деле это очень хорошая тема. It's actually something that we all have in common. Это что-то, что всех нас объединяет. It's probably the one thing we all have in Это, common. наверное, та единственная вещь, которая нас Now, всех I объединяет. was in my teacher's room, Что у нас есть общего? Я была в комнате моего but учителя, he was very old, когда он уже очень был старым, пожилым, and he was on his bed ready to leave. и он находился на своем смертном одре. And he had many young disciples. И вокруг него было много молодых учеников его. His oldest disciple maybe was 30 years old. Самому старшему из них, наверное, было 30. And he looked up to them and said, И учитель взглянул на них и сказал, don't think this won't happen to you. не думайте, что с вами этого не произойдет. So, it's a relevant subject. Это тема, которая актуальна для всех. And then I thought about it. И я размыслила You know, I над live ней. in a holy place Я живу в святом месте, called Vrindavan. которое называется Вриндаване. And in our tradition, И в нашей традиции, if you live in a holy place, если вы живете в святом месте, it almost guarantees perfection. то это практически гарантирует вам достижение совершенства. So many people come there to leave the world. Поэтому много людей приезжают туда, оставляют мир. And I've been at the bedside, И я находился около, как бы, возле смертного одра of many people, not only many people who've left the world,
не только у многих людей, которые уже ушли из этого мира, but many people who have left the world successfully. но также возле смертного ложа людей, которые успешно ушли из этого мира. With good, amazing examples. Которые являются собой удивительные, необыкновенные So I примеры. thought, yeah, maybe this is a good subject for me to share. И тогда я подумал, может это действительно хорошая тема. And then I also thought, Поделиться. И также я подумал, I'm in the tradition of Krishna Bhakti, я принадлежу к традиции Кришна Бхакти. and we have two main texts. И у нас есть два основных писания. One text spoken by Krishna, Первое, которое сам Кришна поведал, and one text about Krishna. и второе писание, в котором рассказывается о Кришне. And death, the subject of death is very important in both of them. И в обоих этих писаниях тема смерти, она очень важна и уделяется много внимания. In fact, На самом деле, the main book, the Bhagavad-Gita, наша основная книга Бхагаватам, the whole book is about a person about to die. вся эта книга рассказывает о том, как человек готовится к смерти. He's a great king, Этот человек, эта личность, это великий царь. and he's on some kind of expedition, a fighting expedition, hunting expedition. И вот он отправился в такое путешествие на охоту или связанное с военным искусством. And he's so tired И он был так and so устал, thirsty. так сильно устал, испытывал жажду. And he goes into the hermitage of one sadhu, saintly person. И он отправился к дому одного саду, святого человека, святой личности. Leisha, can you get me a pen? Okay. And the sadhu is meditating, И саду находился в медитации, and the king is very thirsty. а царь испытывал сильную жажду. And it's known when your desires are frustrated, И это всем известно, что когда наши желания не исполняются, you become angry человек начинает гневаться. and then bewildered. Он сердится и потом как бы This сбивается с толку. happens to everyone. Это происходит с каждым. So he was real thirsty, И вот он очень сильную жажду испытывал. and he asked the sadhu for И water, он попросил у саду воды, but the sadhu ignored him, но саду просто проигнорировал его. even though he was the king. И несмотря на то, что он был царем, But the sadhu didn't say anything саду ничего не сказал, because he was in samadhi. потому что он находился в самадхи. Samadhi means that your meditation is so deep. Самадхи означает, что ваша медитация настолько глубока. The two highest stages of yoga Есть два возвышенных, самых высших уровня йоги, are samadhi, которые называются самадхи, and below that is dhyana. и чуть ниже это уровень дхьяны. The dhyana stage is like if you pour some oil, Уровень дхьяны сравнивается с тем, как вы, например, вы льете масло, there's no space between it. оно льется It's непрерывно, непрерывный поток. So when your meditation is just flowing И вот когда ваша медитация таким on the потоком object of your meditation, непрерывным стремится к объекту медитации, that's called dhyana. это называется дхьяна. But samadhi, Но самадхи, it's so deep, она настолько глубоко, you're not even aware there's anything outside. что вы даже не осознаете, что снаружи что-то происходит. So the sadhu wasn't even aware. И вот саду он даже не осознавал, So the king thought that he was going to ignore him. что происходит снаружи. И царь подумал, что его проигнорировали. And he ran outside, Он выбежал angry. из этой хижины, разгневанный, He saw a dead snake on the ground, увидел на земле мертвую змею, took his bow, взял свой лук, picked up the snake, поднял эту змею, ran inside, внутрь опять забежал and threw it around the neck of the и sadhu, набросил эту змею на шею саду and left. и покинул это место. And then the sadhu's son came in, И потом пришел сын саду, and he said, he did this to my father, и он сказал, он сделал это с моим отцом, I will curse him. я проклинаю его. He will die by the bite of a snake bird Он умрет от укуса летающей змеи in 7 days. через 7 дней.
This is a whole very deep story. Это очень глубокая история. It will take me off track. Я немножко сбиваюсь. And I can speak on it for 7 days. И могу 7 дней and so many points. Как бы в сторону дойти и разговаривать на эту тему, и там столько разных моментов. But I'll make the relevant point. Но я скажу момент, который актуален. The king said, when he heard he was cursed, Когда царь услышал об этом проклятии, he said, Sadhu mene. Sadhu mene. Sanskrit. Он сказал на санскрите. He said, this is good. Это благо, это хорошо. And he gave the reasons. И он привел причины. And he accepted it. И принял это And he проклятие. immediately went to die. И он готов был оставить тело. And he went to the bank of the Ganges. Он отправился на берег Ганги. And all the great sages of the world came because the king was leaving. И все великие мудрецы со всего мира пришли в это место, потому что услышали о том, что царь оставляет тело. And then they chose one person to sit on the seat to represent the tradition. И тогда среди этих мудрецов они выбрали одну личность, которая села на почетное место, чтобы представить всю традицию. And the king sat before him. А царь сидел перед ним. And the king asked the question. И царь задавал вопросы. What is the duty of a man who's about to die? В чем заключается долг человека, который готовится к смерти? And what should he not do? И что он не должен делать? And when the sadhu heard that, И когда Саду услышал это, he said, Varian Aisha Te Prashna, Kritalokitam. Your question is great. он сказал, ваш вопрос великолепен. It's glorious. Твой вопрос, он прославленный. It's the best subject. Это самая лучшая тема. Why? Почему? Who is the person who's about to die? Кто является человеком, который готовится к смерти, готов уже умереть? Is it the old person? Это какой-то старик. I visited my mother Я ездил к своей just матери, before here. прямо перед тем, как отправиться сюда. Bless her soul. Она благословенна ее душа. Past 96 years old. Ей уже 96. She's over 96 now. Ей за 96 уже. But who is the person who's about to die? Но кто же является человеком, который на грани смерти находится? There was one lady I knew. Была женщина, с которой я был знаком. And she was very spiritual. Она была очень духовной. And then something happened. И что-то произошло. And she left. И она ушла. And she started taking drugs. Стала принимать наркотики. And she got AIDS. И она заболела СПИДом. HIV. AIDS. And she was in the Lower East Side of New York. И она жила в Нижнем Нью-Йорке. In a place in New Lower York. East Side, да, в Нью-Йорке. I assume that everyone knows all the neighborhoods of New York. Я как бы считаю, что все должны знать все And районы she Нью-Йорка. was dying on the И ground. она умирала лежа на земле. And then her friends came, not her friends, then some people came with the kirtan. И пришли люди с киртаном туда. And she told me it took her 1 hour to open her И eye. она рассказывала мне, что у нее час ушел на то, чтобы просто открыть глаза. And that was a wake-up call. И это был как бы призыв к пробуждению. That was 25 years ago. И это произошло 25 лет назад. She's still living. Она по-прежнему жива. And so many people who felt sorry for her. И так много людей, которые жалели, переживали How о ней. long can she live? Сколько долго она проживет, они думают. They've died. Эти люди уже сами умерли. I once asked my godbrother, Однажды я спросил своего духовного брата, how can she still be living? как так, что она до сих пор живет? And he said she's too busy serving to die. И он сказал, она слишком занята служением, чтобы умирать. So, the whole book is based on that. И вот вся книга основывается на этом. And the Gita А Гита has 18 chapters. состоит из 18 глав. The book spoken by Krishna. Это книга, которую рассказал сам Кришна. And there's one whole chapter just on death tattva, the subject of И death. там есть одна глава, которая посвящена смерти в Татве, то есть вся глава о смерти. In fact, На самом деле,
One verse is so powerful. Один стих, он настолько могущественен. It says, Yam yam vapi smaram bhavam tajantyante kalevaram tam tamevaiti konteya siddhata bhavam. It says, whatever you're thinking at the time of death, В нем говорится, о чем бы вы ни думали в момент смерти, to that nature you will go. Как бы к этой природе вы отправитесь, туда вы отправитесь. Is an index of the mind. Вера, This English expression. есть такое выражение на английском, что вера является индексом ума. It means whatever you are, Показатель. Вера показатель ума. it's a result of what your mind was. Whatever you are now, Где бы вы сейчас ни находились, it's a product of what you were thinking. это продукт вашего предыдущего мышления. So I thought this subject is so important. И я подумала, эта тема настолько важна. I should give some kind of seminar on it. Мне нужно дать целый семинар на эту тему. And then I woke up early in the morning И вот я встаю рано утром and I started to think deeply. и изучаю эту тему очень глубоко. What is death? Что такое смерть? Why is it important? Почему это так важно? And what is its relationship to our life? И как это связано с нашей жизнью? Actually speaking, Честно говоря, there's one proof of reincarnation есть одно доказательство реинкарнации, that's given in the Yoga Sutras. которое приводится в Йога-сутрах. And it describes that there are 5 psychological foundations И там описывается, что существует 5 психологических of all our desires. основ всех наших желаний. There's ignorance, Существует невежество, ego, эго, attachment, привязанность, aversion, отвращение, and fear of death. неприязнь, точнее, и страх смерти. And it says И говорится, that even a small baby, что даже маленький ребенок, even any animal, даже какое-то животное, любое животное, they're afraid of dying. все они боятся смерти. Even though they've never seen it in this life. И даже, несмотря на то, что они никогда в своей жизни, в этой жизни не видели этого. And why is that? И почему так происходит? Because they experienced it in their previous life. Потому что они имели этот опыт в прошлой жизни. And when you experience it without the right knowledge and understanding, И когда вы переживаете это, не обладая правильным знанием и пониманием, it creates such an impression in the consciousness это оставляет такой отпечаток в сознании, that it carries over to the next life. что он переносится в следующую жизнь. It's why it's so powerful. Почему это настолько могущественно? Because what is death? Потому что такое смерть? It's when you lose everything Это at once. когда вы теряете в мгновение все, And I что у вас give the было. example. Я даю пример. I spoke yesterday. Вчера я давал лекцию. Imagine if you walked out of here, Представьте, вы выходите отсюда, and when you got to your place at home, и когда вы добираетесь до своего дома, where's my cell phone? где мой телефон? I lost my cell Я phone. потерял свой телефон. It's like such a trauma. Это такая травма. But death, you lose everything. Но в момент смерти вы теряете все. And that experience И вот этот опыт, is so heavy, он настолько тяжелый, it makes an impression in your subtle body, что он оставляет отпечаток в вашем тонком теле. and it's one of the things that's carried over to the next И life. это одна из тех вещей, которые мы переносим с собой в следующую жизнь. So I really started to meditate. И я начал глубоко медитировать на If это. I'm going to give this seminar, Если я буду давать этот семинар, it's 1 o'clock in the morning, I'm at my desk, итак, это час ночи, я за I своим have my столом, books. у меня повсюду книги, I have different papers, разные бумаги мои, taking notes. я записи делаю. What is death? Что такое смерть? And what is its relationship to life? И как она связана с жизнью? And is it important for us? И важно ли это для нас? And why has God created this? И почему Господь это вообще создал? If I can give you a pill Если я смогу дать вам таблетку, that would guarantee that in this body you would never die, которая даст вам гарантию, что в этом теле вы никогда не умрете, would you take it? примете ли вы такую таблетку? Everybody's saying no. Все говорят нет. So you like that. То есть вам нравится смерть. So this is what I thought.
Вот о чем я думал. Because when you give a presentation, Потому что когда вы делаете презентацию, you like to have a theme. хорошо, когда у вас есть тема. And this is the theme. И вот такова тема. Life is death. Жизнь – это смерть. Does that sound horrible? Звучит это ужасно, как вы считаете? Fatalistic, pessimistic? Это звучит фатально, пессимистично. No, not if you understand it. Нет, если вы правильно понимаете это. So why is life death? Почему жизнь является смертью? And what is the purpose of death? И каков смысл смерти? Because people are saying, I don't want to live forever. Not in this body. Потому что they say, I want to live forever. They don't want to. Потому что люди отвечают, я не хочу жить вечно вот в этом теле. Okay, so what is death? Так что такое смерть? Destiny is the language of God. Судьба – это язык Господа. So what does God tell you with death? Это язык Бога. И что же Бог говорит вам с помощью смерти? If you are fortunate enough Если вы достаточно удачливы, to be told when you're going to die, и вам скажут, когда конкретно вы умрете, in spiritual texts, в духовных текстах it says it's a blessing говорится, что это благословение, to be told when you're going to die, если вам сказали, когда вы умрете, rather than die suddenly. по сравнению с тем, чтобы умереть внезапно. So what does death say? И что же говорит нам смерть? What is material consciousness? Что материальное сознание, The source of all our anxiety что материальное сознание является источником всех наших беспокойств. is a certain ignorance Это, несомненно, невежество, called ego. и называется оно эго. We call false ego. А мы называем его ложное эго. And the concept is, И концепция такова. I will be happy Я буду счастлив in the future в будущем, when the world conforms to my desires. когда мир будет вращаться в соответствии с моими желаниями. This is our concept. Такова наша концепция. And what is the problem with that? И что за проблема в этом? Какая проблема в этом? Of course, there's duality, Конечно же, существует двойственность. because this body is temporary. Потому что это тело временное. And therefore, when we satisfy our desires И поэтому, когда мы удовлетворяем наши желания, and get the things we want, и они исполняются, мы получаем то, что there's a хотели, certain anxiety присутствует определенное беспокойство, that we're going to lose it. что мы все это потеряем. I was telling yesterday Вчера я рассказывал my first spiritual realization. о своем первом духовном осознании. I'm not a child prodigy, you know, some like this child here sitting in class at the age of 1 year. But at 5 years old, I had a spiritual realization. Я не был каким-то необыкновенным ребенком, но в 5 лет я получил духовное осознание. And what was that spiritual И realization? что это было за духовное осознание? I was 5, Мне было 5. and I thought, one day I'll be as old as my older brother, and I'll be 8. И я подумала, однажды я стану таким же старым, как мой старший брат, и мне будет 8. And then I'll be as old as my cousin, А потом я буду настолько же старым, как и мой двоюродный брат. and I'll be И 15. мне будет 15. And then I'll be as old as my father, А потом я буду таким старым, как мой and отец. I'll be И 40. мне будет 40. And then I'll be as old as my А grandmother, потом как my бабушка. babushka. Бабушка. Babushka. And I'll be И 70. мне будет 70. And I look to my future, И я взглянул в свое будущее. and I was 5 years И old. мне было всего 5 лет. Anybody heard of Coney Island? Кто-нибудь слышал о Кони-Айленде? Amusement park? Yeah, it was right down the block from it. В общем, я там находился, я там жил. I was like, a young boy. Я был молодой совсем ребенок, мальчик. But even if Но даже если everything went your way,
Все сложилось так, как вы хотели, все было по-вашему. You got the relationship you wanted. У вас такие отношения, какие вы хотели. You got the girl of your dreams or the boy of your dreams. Девушку или юношу своей мечты. And you had the family you И у wanted. вас семья, как вы хотели. And you had the job you И wanted. работа, которую вы And хотели. you had the money you И у wanted. вас столько денег, сколько вы хотели. And you had the political party and power that you wanted. И у власти та политическая партия, которую вы хотели. And everything was conformed to your desires. И мир вращается вокруг ваших желаний. It's still not happiness. Все равно это не счастье. Because happiness Потому что счастье is the soul. – это душа. And we are consciousness Мы являемся сознанием, which reaches its perfection in compassion and devotion and love. которое достигает своего совершенства в сострадательной преданности и любви. So as long as we're not realizing the self, И до тех пор, пока мы не осознаем себя, we're not going to be happy. мы не будем счастливы. So when we have this consciousness И у нас есть вот это сознание. that I am the enjoyer, Я наслаждающийся. and therefore I want to be the controller, И поэтому я хочу быть контролирующим. we can never become happy. И с таким сознанием мы никогда не сможем быть счастливыми. So that's the false concept of life. Вот таково неверное представление о жизни. I am in the center. Я в центре. I want to be in the center. Я хочу быть в центре. That's the false concept. Это ложное представление. And the ложная real концепция. concept, А настоящая the концепция, true concept of the self, истинное представление о себе. I want to serve the center. Я хочу служить центру. So what is death? Что такое смерть? Death is when God says, Смерть – это когда Бог говорит, you're not the controller. ты не контролирующий. You say, no, I am the controller. Вы говорите, нет, я I will контролирующий. find a miracle cure. Я найду чудесное исцеление. In America, there was a famous cowboy. В Америке был знаменитый ковбой. Sometimes I say things now. I give names. Иногда, вот сейчас я говорю It's какие-то so имена, frustrating. и это так разочаровывает. Because I'm 67 Потому что мне and the 67, audience is 30. а аудитории всего 30. They don't know even the names I use. Они даже не знают те имена, которые использую, понятия не имеют. Now I take it to another country. Что это? И вот теперь я даже в другой стране. Yesterday, no one knew who Groucho Marx was. Вчера никто не знал, кто был этот человек. And no one here knows who Groucho Marx И is. здесь тоже никто не знает. I'm telling you, 50% of your life is wasted. Я говорю, 50% вашей жизни просто Now everyone's go on the прошло. internet and look at Groucho Marx. How do you spell it? They can all look now. В общем, можете сейчас в интернет пойти, посмотреть, кто это Anybody такой. ever heard of John Wayne? Кто-нибудь слышал о Джоне Уэйне? Okay. He was the toughest American cowboy. Это был такой крутой американский ковбой. And he had cancer. И у него был рак. And the front page of the newspaper, И на обложке газеты, на главной странице, you know, he went through treatment он прошел лечение, and he thought he was cured. и он считал, что излечился. And it said, И там говорилось, he beat the big C. он победил большой R, как бы. But no, he died. Но нет, на самом деле он умер. So what it says is, И что говорится? you're not the controller. То есть говорится, ты не контролируешь. You're not the controller. Ты не контролируешь. And what that does, it gets louder and louder and louder. И когда наступает смерть, то вот этот голос он становится все громче, громче и громче. And what is it telling you? И что он говорит вам? It's telling you you're not the false conception of life. Он говорит вам, что вы не являетесь вот этим ложным представлением жизни, которая у вас есть. You're not the body. Вы не тело, You're not the mind. вы не ум, You're not the ego. вы не эго. And you're never going to be happy that way. И таким образом вы никогда не You'll будете only be счастливы. happy Вы будете счастливы только when you если realize the soul. вы осознаете душу. I'll tell you a small story, Расскажу вам короткую историю. and then I'm going to give you stories of people I've seen that perfected themselves. А потом расскажу вам истории тех людей, которых я лично видел и которые достигли совершенства. I'm going to describe with my hands Я буду описывать, используя руки, a time of my life.
С помощью рук я покажу жизнь, свою жизнь. The right hand Правая рука describes the way I want my life to go. Показывает, как я хотел, чтобы моя жизнь развивалась. And the left hand describes how my life went. А левая рука показывает, как все было на самом деле. So generally it goes like this. И вот так вот все шло. But this time it went like this. Но в тот раз все было вот так. Oh, stop. Стой. It went so against the way I wanted. Все произошло настолько противоположным образом, нежели я хотел. And what happened? И что произошло? I took shelter of prayer. Я принял прибежище у молитвы. I took shelter of chanting mantra. Я принял прибежище у воспевания мантры. And I just went, I was doing it 6 to 8 hours a day. И я просто 6-8 часов And then I had a realization. 6-8 часов в день молился, и у меня пришло осознание. I felt this relief. Я почувствовал это облегчение. Because what I understood is Потому что то, что я понял, is that this was the real self. что вот это было настоящее я. The real self Настоящий я is our gratitude, — это наша благодарность, our compassion, наше сострадание, our humility, смирение, our devotion. наша преданность. When I give classes on meditation, Когда я даю лекции по медитации, and meditation means медитация означает to control the mind. контролировать ум. So you have to neglect То есть all the selfish desires. вам нужно не замечать, отринуть все корыстные желания, The anxieties, все the беспокойства, fears, страхи, the ambitions, амбиции, the desires, желания. and you let them go. Вы просто отпускаете их, And you meditate. и вы And you медитируете, meditate on mantra. и вы медитируете на мантру. And then what happens at the end of the И meditation, что происходит в конце медитации? you start to feel you start to feel your soul. Вы начинаете чувствовать свою душу, You begin to feel some gratitude. вы начинаете испытывать благодарность, You begin to feel some и compassion. вы испытываете сострадание. And at the end of the meditation, И в конце медитации, because the goal of yoga потому что цель йоги is to live always in the real self, заключается в том, чтобы всегда жить, осознавая свое истинное я. I ask the people to live there И я прошу людей жить вот в этом and chant the mantra и воспевать мантру as an expression of devotion, как выражение as a преданности, feeling of gratitude, как чувство благодарности, and to live in the real self, и жить в сознании истинного я, which is eternal, которое является which is вечным, blissful, блаженным which is full of и knowledge. исполненным знанием. So I was doing that. И вот я это и делал. And the realization I had И то сознание, которое пришло ко мне, is the person who is doing this это то, что личность, которая вот подобным образом действует, does not end with the body. не заканчивается неограниченно телом. That's the real eternal me. Это истинный вечный я. And the person of the ambitions and the desires and the anxieties, А личность, которая испытывает все вот эти амбиции, желания, беспокойства, that's connected to the false self. все это связано с ложным эго. So I had just a little bit of relief. И у меня вот такое маленькое облегчение пришло. So this is what death is. И вот смерть такова. No, I will defeat the big C. Нет, я побежу. Одержу победу над этим большим «Р», я буду жить. And then the voice says no, Но голос говорит нет, no, нет, no. нет. And if you accept that И voice если вы примете этот голос and realize the self, и осознаете истинного я, an себя, amazing thing happens. то просто удивительная вещь произойдет. I won't say it now, Я сейчас не скажу, but I'll tell stories но расскажу сейчас истории of people who died тех людей, которые умерли successfully. успешно. And I was with my mother,
Я вот был со своей матерью. She was such a powerful lady. Она такая могущественная дама. Leisha and Ananda, they came to my birthday in New York. Вот, They came to my birthday. приезжали ко мне, и она приезжали ко мне в Нью-Йорк на мой день рождения. And my mother came. И приходила моя мама. And even she's so old, she has some Shakti. И несмотря на то, что она такая пожилая, она обладает But шакти. you should see her last year Но видели бы вы ее в прошлом году, when she walked in. когда она зашла. Or 3 years before that when she drove her car there. Или 3 года назад, когда она на машине сама приехала. So I visit her. И вот я приезжал к ней. And what is happening И now? что происходит сейчас? My brothers, Мои братья, they've hired a full-time aide in the house. они наняли сиделку, которая 24 часа в сутки находится в She доме. can't walk. Она уже не может ходить. Even to go to the bathroom, someone has to take her. Даже чтобы дойти до туалета, ей тоже нужна помощь. She can't go anyplace. Она никуда не может поехать. She's completely dependent on others. Она полностью зависит от других. And what is the voice of destiny? И каков глаз судьбы? This body is temporary. Это тело временное, You're not the controller. ты не контролирующий. And I really felt for her. И я как бы чувствовала, переживала за нее. And I thought of a verse in the Bhagavad-Gita. И я подумала о стихе из Бхагavad-Гиты. Now when I first tell you it, Когда я вам скажу его, you won't understand. вы сначала не поймете. It'll sound cruel. Это будет звучать жестоко. But when I explain it, you'll Но understand. когда я объясню, тогда вы поймете. I quote the Sanskrit Сначала first. я процитирую санскрит. Don't get bored or fall asleep while I quote the Не Sanskrit. засните, пусть вам не будет скучно, пока я буду цитировать. There's a nice vibration. Это чудесная цифровая вибрация. Asochan anvasochas tvam pragyavadam chabashase gatasun agatasun cha nanu sochati pada. Arjuna, although you're speaking learned words, Арджуна, несмотря на то, что ты говоришь ученые речи, you're a fool. ты глупец. The wise lament neither for the living nor the dead. Мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых. What? Что? That seems so cruel. Это так жестоко звучит. But then I understood the real meaning. Но потом я понял истинное значение. We don't lament Мы не скорбим, that someone is changing their body. что кто-то меняет свое тело. So what do we lament for? О чем же мы скорбим? We lament that due to ignorance, Мы скорбим, потому что из-за невежества they're experiencing that. они это испытывают. I'm going to give you a phrase Я вам дам сейчас фразу, that really describes what death is. которая очень четко объясняет, что такое смерть. Death is the illusion of non-existence. Смерть – это иллюзия несуществования. Death does not exist. Смерть не существует. You're in the illusion that you will one day not exist. Вы находитесь в иллюзии, что в один день вас не будет, вы не будете существовать. But one who realizes the soul, Но тот, кто осознал душу, he does not get disturbed. он не испытывает беспокойства. When my guru Prabhupada, Когда мой гуру Прабхупад he was trying to recover his health in Rishikesh, отправился в Ришикеш, чтобы попытаться поправить свое здоровье, and he came to Vrindavan, и потом приехал в Вриндаван, and we went to his room, и мы пришли к нему в комнату. and he sat in a chair, Он сидел на стуле, and there was only about 20 people there. и в комнате было примерно 20 человек. There weren't many people there at that Не time. так много людей в это время было. And he looked at us, И он посмотрел на нас and he said, и сказал: if one has to die, если человеку предстоит умереть, let him come to Vrindavan. пусть он приезжает в Вриндаван. There's the Jamuna, Здесь есть Ямуна, beautiful holy river. прекрасная святая река. There's the white sands of Ramanreti where we stay. Здесь есть прекрасные белые пески Раманрети, место, где мы живем. But then he said with such conviction, Но потом, с глубоким убеждением, он сказал: what is death что такое смерть? but a change of body? Это просто смена тела. And then he quoted this И verse потом он процитировал этот стих from the Gita. из Гиты.
Dehenosmin yata dehe, komaranyo vanam jara, tata dehantara praptir, diras tatanamuyase. As the embodied soul когда воплощенная в теле душа passes from childhood to youth, так же как она переходит из детства в to old юность age, и потом в старость, similarly at the time of death, точно таким же образом в момент смерти they'll go to another body. она отправляется в другое тело. One who has realized the self И тот, кто осознал свое истинное «я», is not disturbed. не приходит в связи с этим беспокойством. You know, some of the artists in the Hare Krishna movement, artists, Некоторые художники в движении сознания Кришны, they made this exhibit from this verse. они сделали целую выставку на основе этого стиха. And they showed И like они, a little и baby, они показали, как маленький младенец, and then how he и changes потом, как он изменяется, его тело, and gets old он потом стареет and и dies. умирает. In fact, I used to, in New York, I used to go out with this exhibit. На самом деле в Нью-Йорке I used to go outside, я выходила наружу, and we put it in front of the train, и мы with the subway, where the people и come в out, метро мы как бы такой плакат развертывали and someone would look at it. с этой картиной, и люди смотрели на нее. And I'd say, what do you think of the concept? И я спрашиваю, что вы думаете вот об этой концепции? It's interesting. И они говорили, интересно. I said, how many people are there? И я говорю, сколько здесь вот людей нарисовано? 15 примерно. I said, and how many bodies are there? И я спросила, сколько тел здесь нарисовано? 15. 15. But how many people? Но сколько людей? There's one. Один всего. Even in your life, you are changing bodies. И даже во время своей в течение жизни вы меняете тела. But who you are remains the same. Но тот, кто вы на самом деле, он остается неизменным. When my Guru Maharaj got old, Когда мой Гуру Махарадж состарился, and he saw и он увидел, his young disciples like dancing, как его молодые ученики танцуют, he said, where is my jumping body now? он спросил, где сейчас мое прыгающее тело? So the soul, Душа or the person, или личность, or who you are, или тот, кем вы на самом деле is являетесь, different than the body. он отличен от тела. And if you realize И that, если вы осознаете это, then you're not disturbed. если вы это осознаете, вы не впадаете в беспокойство больше. One time Prabhupada said something. Однажды Прабхупада кое-что You сказал. have to listen carefully. Нужно внимательно слушать. I think it's quite humorous. Я думаю, что это довольно забавно. You may miss it, Вы можете пропустить этот момент важный, and in translation you'll probably miss it. и, скорее всего, с переводом вы все это пропустите. But I'll try anyway. Но я попытаюсь в любом случае. Prabhupada said, Прабхупада сказал, what is death что такое смерть? but another birthday? Это просто следующий день рождения. Okay, thank you. So, the real problem Истинная проблема is not changing bodies. заключается не в смене тела. The real problem is, Главная проблема в том, due to false ego, что из-за ложного эго you're identifying with it. вы отождествляете себя с телом. I'll give you a simple example. Приведу вам простой пример. There was one child, Был один ребенок, and he saw the moon, он увидел Луну, and he said, I want the moon. и он сказал, хочу Луну, I want the moon. хочу Луну. He was kicking his legs and his hands, I want the moon. Стучал себе по ногам и говорил, хочу Луну. But he cannot have the moon. Но Луну заполучить он не мог. It's beyond his capability. Это было сверх его способностей. But the mother wanted to satisfy him. Но мама хотела, чтобы он был доволен. So what did the mother И do? что же сделала мама? The mother gave him a pot of water. Мама дала ему емкость с водой. And in the pot of water, И в этом горшке с водой the moon was reflected. было отражение Луны. So the child was happy. И ребенок был I счастлив. have the У moon. меня Луна есть. But it gets heavier and heavier. Но вот она становится тяжелее и And the pot тяжелее. begins to shake. И вот горшок затрясся. And the moon begins to move. И Луна тоже стала двигаться. And the child becomes worried. И ребенок обеспокоился.
But the moon is not moving. Но Луна не двигается. The reflection of the moon is moving. Двигается отражение Луны. And in a similar way, И таким же образом we are eternal consciousness, мы являемся вечным сознанием. but because we want something that we can't have, Но так как мы хотим что-то, что мы не можем, чем мы не можем обладать, rather than being what we are, вместо того, чтобы быть тем, кем мы на самом which is деле a part of God, являемся, и это то, что мы являемся частью meant Бога, for service and love, которое предназначено для служения в любви, we want to be the controller. мы хотим быть контролирующим. Instead of love, Вместо любви we want control. мы хотим контролировать. And God satisfies our desire. И Господь, Бог удовлетворяет наши желания. Our consciousness is reflected on the body, Наше сознание отражается в теле, and the body transforms. и тело меняется. It's called vikara in На Sanskrit. санскрите это называется викара. It's born, Тело рождается, it grows, растет, it maintains, какое-то время существует, reproduces, Нет, воспроизводится. has children, дети у него есть, it dwindles, потом стареет, Oh. уменьшается and it dies. и умирает. This is not happening to us. Но с нами это не происходит. But due to this consciousness, Но так как у нас это сознание, we suffer. мы страдаем. So what is life? И что такое жизнь? Life is the same thing. Жизнь это все то же самое. What is life? Что такое жизнь? We want to be the enjoyer and Мы хотим- controller. Мы хотим быть наслаждающимся и We контролирующим. want to be the center Мы хотим быть в центре, instead of serving the center, вместо того, чтобы служить центру, and we suffer. и мы страдаем. And what is suffering? И что такое страдание? Suffering is when the world goes against our desires. Страдание – это когда мир вращается вопреки нашим желаниям. And what is the problem? И в чем проблема? If you want to be the enjoyer, Если вы хотите быть наслаждающимся, we can enjoy. мы можем наслаждаться. We enjoy love. Мы наслаждаемся любовью. We can enjoy that in any circumstance. Мы можем наслаждаться ей в любых обстоятельствах. But you want to be the enjoyer Но вы хотите быть of наслаждающимся moving the world according to your desires, и двигать весь мир в соответствии с вашими желаниями. rather than changing your consciousness Вместо того, чтобы изменить свое сознание according to the world. в соответствии с мирозданием What's the problem? и с миром, в чем же If you want проблема? to be the enjoyer, Если вы хотите быть you наслаждающимся, have to be the controller. вам нужно быть контролирующим, But you're not the но controller. вы не контролирующий. And therefore, you want the world to move this Поэтому way, вы хотите, чтобы мир двигался and it вот moves так, this а он way, двигается вот так. and you suffer, И вы and you want to move this Вы way. хотите сюда, а он так. So that's false concept. И вот это ложное представление. So life is a death also. И жизнь это также и смерть. Death of what? Смерть чего? The false ego. Ложного эго. I am the enjoyer, I am the Которое controller. заключается в том, что я наслаждающийся, и я There's a контролирующий. famous German philosopher Есть известный немецкий философ, named Hegel. которого зовут Anybody Гегель. heard of the German philosopher? Кто-то слышал о Гегеле? Hegel? He said a very interesting thing. Он говорит очень интересную вещь. He said, die to live. Он говорит, умри, чтобы жить. You have to die to live. Вам нужно умереть, чтобы жить. But what dies? Но что умирает? Not your soul, Не ваша душа. the false conception. Умирает ложное представление, ложная концепция. And then you have real life. И тогда у вас будет настоящая жизнь. Now I will tell a И story. сейчас я расскажу историю. I have many У stories, меня есть много историй, but I won't tell. I'll tell this one но я расскажу вам именно эту. or two, Или две. maybe three. Может быть, три. This story is amazing, Это необыкновенная история. and it will demonstrate everything I'm speaking about. И она продемонстрирует все то, о чем я говорил. So listen carefully. Слушайте внимательно. There was one lady. Была одна женщина. She joined the Hare Krishna movement. Она присоединилась к движению Харе Кришна. She was from a very good family. Она была из очень хорошей семьи. Her father was the curator, Ее отец head of a museum, был куратором музея, a Peabody Museum.
вот этого музея. Anybody heard of Peabody Museum? Кто-то слышал об этом музее? It's the museum of Harvard University. Это музей Гарвардского университета. Harvard University Гарвардский университет has more money, обладает большим количеством денег, it has more money than all but 10 countries in the world. чем 10 стран в It мире. has so much money. А это очень богатый университет. So anyway, she was very deeply spiritual. Так или иначе, она была глубоко духовным человеком. And she dedicated herself. И она посвятила себя. Because she knew people were suffering due to ignorance. Потому что она знала, что из-за невежества люди страдают. She dedicated herself И она посвятила всю свою жизнь, to giving them knowledge чтобы делиться знанием, давать им знания, by distributing spiritual books. распространяя духовные книги. And she did that И она занималась этим 8 or 10 hours a day. 8-10 часов в день. It wasn't forced. Ее никто не заставлял. It wasn't artificial. Это не было чем-то искусственным. She was highly evolved. Она была очень, She was highly advanced, она была очень возвышенной, like a sage. подобно мудрецу. Sacrifice Она эту жертву совершила. is the mark of a sage. Жертва является признаком мудреца. Sacrifice is what makes one a sage. И жертва – это то, что делает человека мудрецом. So she was very advanced. Она была очень возвышенной. And one day, Однажды в один she had a день pain in her stomach. она почувствовала боль в животе, She went to the doctor. пошла к врачу. The doctor opened her up, Врач ее раскрыл, said you have stage 4 cancer. сказал, у вас 4-я степень рака, You have months to live. вам остался месяц. So she came to И Vrindavan, вот она поехала в Вриндаван. and we started to read to her И мы стали читать ей, Chaitanya Charitamrita читать Чайтамриту. and a spiritual book. Это духовное писание, духовная книга. And as her body was going down, И по мере того, как ее телесное состояние her ухудшалось, consciousness was going up. ее сознание возвышалось. And then an Ayurvedic doctor came, И потом пришел доктор Аюрведы, who also treated Prabhupada, который также лечил Прабхупаду. gave her medicine, Он дал ей лекарство, and the cancer disappeared. и рак исчез. Miraculously. Чудесным образом. What did she do? Что она сделала? It was December, Это был декабрь. and it was December, and she went out to the Christmas marathon, they call it, to distribute books. Это был декабрь, в это время проходит рождественский марафон, как его называют, она пошла распространять книги. And then after that, И после этого the pain came back. боль вернулась, She came back to Vrindavan. она снова Right. вернулась во Вриндаван. I was in the Himalayas, Я находился в Гималаях. and somehow or other my duties were finished, Так или иначе, все мои там дела закончились. and I was in charge of a party of men. А я там был во главе группы I said, мужчин. let's go back to И Vrindavan. я сказала, поехали обратно в Вриндаван. And I get back to Vrindavan, И вот я отправился снова в Вриндаван, вернулся. and they tell me that her name was Gauri. Ее звали Гоури, и мне сказали, Gauri is leaving her body. что Гоури оставляет тело. So I went in, Я пошел туда. and she was on the floor Она лежала на полу, with a mattress. на матрасе. She said, this is a holy land. Она сказала, это святая земля. I want to die on the floor. Я хочу умереть на полу. And people were chanting. И люди воспевали там. And she was lying on her back, И вот она лежит на спине. and she had 2 god sisters, that's mean they had the same guru. И там были еще 2 духовные сестры, и у них тот же гуру, что у меня и у нее. And they were kind of encouraging her in either ear. И они воодушевляли ее, говорили ей в оба уха. Because what you remember at the time of death, Потому что то, что вы помните в момент смерти, that's the destination you'll go. именно туда вы отправитесь. And I'm here, I was kind of sitting like this. Я вот так сидел, She was она there. вот там была.
And then all of a sudden, I found her deities, Radha Krishna, in my hands. И внезапно я обнаружил у себя в руках ее божества Рада Кришну. I don't remember how. Я не помню, как это произошло. To me, they walked off the altar. Для меня они вообще считают, что они сошли с алтаря и подошли сами. And when someone is leaving the world, И когда кто-то уходит из мира, when you chant, и вы воспеваете в этот момент, usually we chant call and response. обычно мы воспеваем, кто-то ведет, а другие But отвечают. we were just chanting. Но мы просто пели все вместе. No call and response. Не было ведущего и ответа. And then the Ayurvedic doctor walks in. И заходит туда аюрведический врач. And he feels her pulse Он проверяет ее пульс and says, и говорит, disease is finished. болезнь закончилась. You have 1 hour left to live. Вам остался 1 час жизни. What does that mean? Что это вообще значит? Doesn't that seem like a contradiction? Разве это как бы не противоречиво звучит? Disease is finished. Болезнь закончена. You have 1 hour left to live. Вам остался всего 1 час жизни. So I'm thinking, what does he mean? И я думаю, о чем он? And she died in 1 hour. И через час она умерла. I saw when the Ayurvedic doctor came to see Prabhupada. Я видел, что когда этот аюрведический врач I was outside when he was speaking to Bhakti Swami. говорил в Прабхупаде, я находился снаружи, когда этот врач разговаривал с Бхакти Свами. And he was saying, И он говорил, Prabhupada will leave in 7 hours. этот врач сказал, Прабхупада уйдет через 7 часов. And he left in 7 hours. И он ушел через 7 часов. They can tell by the pulse. По пульсу они могут это сказать. It's amazing. Это удивительно. So I thought, what does that mean? И я подумал, что же он имеет в виду? I couldn't figure it out. Я не мог никак разобраться. I'll tell you what happened, И я вам расскажу, что произошло. and then I'll tell you what it И means. потом расскажу, что же это значит. And it's the key to understanding death. И это ключ к пониманию смерти. About 30 minutes before she was about to leave, За полчаса до того, как она должна была умереть, уйти, she said, она сказала, take a picture of me smiling. сфотографируйте меня улыбающейся. I want to show my friends Я хочу показать моим друзьям, back in Los Angeles которые в Лос-Анджелесе, that when you surrender to Guru and Krishna, что когда вы предаетесь Гуру и Кришне, when you live on the platform of the soul, когда вы живете на уровне сознания души, that you can conquer death. что вы можете победить смерть. Then about 15 minutes left to live. И ей оставалось 15 минут жить. She went like this. Она вот так This is intense. сказала, это очень сильно. And then she passed away. И потом она ушла. So this is what the Ayurvedic doctor meant. Вот что имел в виду аюрведический He was врач. a highly evolved, a highly advanced spiritual person. Он был очень возвышенным духовным человеком. The disease Болезнь is not the change of body. не является сменой тела. The disease is the ignorance that forces us to identify with the body. Болезнь – это невежество, которое заставляет нас отождествлять себя с телом. She had no more ignorance. У нее уже не было невежества, оно закончилось. Therefore, she had no more problems. Поэтому у нее больше не было проблем. Because she's a soul. Потому что она душа. And her destination will be higher. И ее следующее место назначения будет возвышенным и высоким. Now, if I tell one more story, Если я расскажу еще одну историю, I think the point will be crystal clear. я думаю, благодаря этому то, что я хочу сказать, будет совершенно четко и ясно. This is the story of a business lady. Это история о бизнес-леди. But she helps spiritual people. Но она помогает людям духовным. And then she got cancer. И она заболела раком. And she went around the world to find some miracle cure. И она путешествовала по всему миру, чтобы найти чудесное избавление. And she wound up in Vrindavan. И она приехала в Вриндаван в итоге. Now, the tradition in Vrindavan, Традиция, которая существует в Вриндаване, when this great saint A.Ч.Бхактиведанты was there, who passed away, такова, когда великий святой Прабху, который уже ушел, if anyone, we find out anyone's leaving the world, он был там, и если кто-то во Вриндаване, если Индра Прабху знал о том, что кто-то во Вриндаване оставляет тело,
Ayendra would go there А Индра отправлялся туда, and he would do kirtan until they leave. и он воспевал до того момента, пока человек не уходил. And it could take anywhere from 1 to 12 И hours. не умирал. Это могло длиться от часа до 12 часов. So several times he went, I remember the kirtans for this lady, И несколько раз он отправлялся, и я помню, он пел киртаны для этой женщины. Ayendra, А Индра, Madhava, Мадхава coming. And then one day she said, И в один день она сказала: I think I want to go back to Australia. похоже, я хочу вернуться в Австралию. Now, for our tradition, В нашей традиции like we feel like that is the stupidest thing in the мы world. думаем, что это самая глупая вещь в мире, You're которую in можно Vrindavan, придумать. Вы во Вриндаване, guaranteed liberation, вам гарантировано and освобождение. you're going to go to Australia? И вы поедете в Австралию. So what do you think her advisors told her? И что вы думаете, ее советник ей сказал? Nothing. Ничего. When someone dies, Когда кто-то умирает, you can't interfere with their desires. вы не можете вмешиваться против их желания. So she's prepared to leave, Точнее, как-то вмешиваться и менять их желания. И вот она готова умирать. and then her body goes down and she can't. То есть она готова уехать, и ее тело настолько, состояние ее ухудшается, что она не может This уехать. lady said such a wonderful thing. И эта женщина сказала замечательную вещь. She said, I'm not advanced, Она сказала: я не возвышенная, but I know who is and I serve them. но я знаю, кто является возвышенной личностью, и я им служу. So I saw what happened. И я увидел, что произошло. She was still thinking, Она все еще думала: I am the controller, я контролирующий, I am the я enjoyer. наслаждающийся. And therefore, her false ego was connected with the body and mind. И поэтому ее ложное эго было тесно связано с умом и телом. And that's such fear. И это такой страх. Because when you have that misconception, Потому что когда вы обладаете вот этим неправильным представлением, you think you will become non-existent. вы считаете, что ваше существование закончится, Even when you're a devotee, что вас уже не будет, даже если вы you'll преданным think you'll являетесь. become non-existent. Вы думаете, что вы перестанете существовать. But what happened when her body went down? Но что произошло, когда ее физическое состояние ухудшилось? What did God say? Что Бог сказал этим? You're not the controller. Ты не контролирующая. You're not the controller. Ты не You're контролирующая. not the controller. Ты не контролирующая. And then she realized. И тогда она осознала. She realized, I'm not the controller. Она осознала: я не I контролирующая. give up control. Я отпускаю весь контроль. I'm not going to invest my happiness in destiny. Я не буду свое счастье как бы связывать с судьбой, вкладывать How the туда, world moves. как движется мир. I'm going to invest my happiness in my free will. Все мое счастье будет заключено в моей свободной воле. How I react to the world. Как я буду реагировать на то, как мир движется, And what is that? на то, что происходит. И что это такое? In service. Я буду служить. I will Служение. even serve death. Я буду служить даже смерти. Knowing I'm the soul Зная, что я являюсь душой. and having faith, И обладая верой. whatever God does is best. Все, что Господь не делает, это самое лучшее. When you live your life Когда вы живете свою жизнь in Dharma, в соответствии с даром, means responding to the world properly, это означает, что мы откликаемся миру правильным образом. not just to do what you want, Мы не просто делаем то, что мы хотим, but to do what's right. но мы делаем то, что правильно. What you will experience in your life И благодаря этому в своей жизни у вас будет опыт, is that whatever happens что бы ни произошло, is best. это самое лучшее. Because if you respond properly Потому to it, что если вы откликаетесь на произошедшее правильным in the образом, right attitude, с правильным with отношением, the right с principles, правильными принципами, under the right guidance, и находясь под правильным руководством, you'll see that the world is giving you realizations вы увидите, что мир дарует вам осознание that is making you deeper in your understanding of the soul. и понимание, и это помогает вам стать глубже и глубже осознать душу.
And then when you die, И когда вы умираете, you'll have that realization. вы будете уже обладать этим осознанием. So what happened to her? И что же с ней произошло? She gave up this concept Она отказалась от этой that my концепции, happiness will be controlling the world, что мое счастье будет контролировать весь мир. because she couldn't control the Потому world. что она уже не могла контролировать And she мир. developed the realization, И у нее появилось осознание, оно углубилось, I will serve the world. которое заключалось в том, что я буду служить миру. Even if it's changing my body Даже если он меняет мое тело, to another body. даже если мне придется сменить тело и получить другое. And what И happens? что произошло? She realized the soul. Она осознала душу. She had no fear. Она была лишена страха полностью. So, this is actually the message И вот таково послание, that our happiness что наше счастье is not what happens to us. не зависит от того, это не зависит от того, что происходит с нами. Our happiness lies in how we react to things. Но наше счастье заключается в том, как мы реагируем на вещи, которые And coming происходят. to the platform of the soul. И что оно заключается в том, что мы достигаем уровня души. So many stories I have here. У меня так много историй есть. I'm not going to tell them all. There's too many. Их слишком много, все вам я не расскажу. But they're amazing. Но они просто удивительные. There was one great saint that was passing from the world. Был один великий святой, который оставлял этот мир. Of my godbrothers, Это был один из моих духовных he братьев. was probably the most respected saint. Это, наверное, один из самых уважаемых святых. His only consciousness, Его единственное сознание, his whole life, вся его жизнь was how I can serve. заключалась в том, как я могу служить. In any В circumstance. любых обстоятельствах. Even when his back was so bent over, Даже когда его спина была так согнута, his back was like this, вот таким образом, when he couldn't leave his room, что он не мог выйти из комнаты, somehow he was still serving. и все равно он продолжал служить. Little money he would have, he would buy little cups and spoons. У него было немного денег, он на них покупал чашечки и ложечки. And asked people to bring his godbrothers and bring the Maharajas. И просил привезти к нему в комнату его духовных братьев, And he would give them Махараджи. a gift. И он дарил им подарки. He had pictures next to his bed of the deities of Radhasham Sundar. Возле его кровати было изображение, фотография божеств Радхашама Сундары. And they would bring all the old garlands from the И deities. ему приносили все гирлянды от божеств. And he would decorate them. И он их украшал с помощью гирлянд. All he could think of is service. Все, о чем он думал, это было его And служение. then he was dying. И вот он умирал. I have to say one thing. Я должен сказать одну вещь. I read a book Я прочитал книгу about death о смерти, by the world's foremost atheist. которую написал самый известный в мире атеист. It's called the Four Horsemen of Atheism. This phrase, Four Horsemen, doesn't mean anything in Russia. Вот так она называется, и вот эта фраза «Четыре всадника It смерти». does mean something? Yes. Да, Четыре всадника апокалипсиса. What? четыре всадника апокалипсиса, Okay. говорят. The four chief atheists are Dennis Dennett, Sam Harris, И вот эти люди, это Richard четыре Dawkins. основных атеиста. and Christopher Hitchens. Вот так их зовут. And I like this Christopher Hitchens. И мне вот нравится последний, Кристофер. He was an atheist, Это был атеист. but at least he had integrity. Но, по крайней мере, он был достойным человеком. No politics. А в политику не Whatever he ввязывался. believed, he said. Во что он верил, то и творил. Even if he'd lose all his friends. Даже если из-за этого все друзья его оставляли. And then he got throat cancer, И вот он заболел, у него был рак горла, and he was going to die. и он готовился к смерти. And he was such a talented writer И это был такой талантливый писатель, that he would go out and get drunk что он выходил, напивался, and wind up in his house at midnight. и He would wind up in his house drunk at midnight. приходил к себе домой пьяный в полночь. He had a deadline at 8 o'clock in the morning, А сроки у него были к 8 утра должна быть готова работа. and he'd still be able to write an article. И он был все равно способен написать статью. So now he's dying of cancer, Итак, он умирает от рака. and he's going to write about it. И он
собирается об этом писать. So the book is called Mortality. И книга называется «Смерть». And right to the end, Да, смертность. И в самом конце he's writing about what it's like. он пишет о том, каково это. And he's in the best hospital in the world. Он находится в самой лучшей клинике мира. And he had a realization. И он получает понимание. He said the advancement of modern medicine Он говорит, что развитие современной медицины is that it prolongs your torture in this body. дошло до того, что оно идеальным образом удлиняет ваши пытки нахождения в теле. And then takes all the money for your family. И все деньги забирает у вашей семьи. Someone would ask me, what is the Ayurvedic cure for cancer? А кто-то меня спросил, каково юридический способ лечения рака. I asked an Ayurvedic doctor. This is Indian medicine. Это индийская наука медицинская. Я спросил доктора. Based on spiritual principle. И аюрведа основана на духовных принципах. So what's the Ayurvedic cure for advanced cancer? Итак, какова юридический способ лечения развитой степени рака? You know what the Ayurvedic doctor told me? Что сказал мне юридический врач, вы знаете? He said the Ayurvedic cure for advanced cancer. Он сказал, что юридический способ лечения развитой степени рака is death. Это смерть. You get a new body. Получаете новое тело. That's the best thing. Это самая лучшая вещь. So this person, Итак, этот человек, when he got sick, когда он заболел, in 40 years he hadn't left our temple compound. В течение 40 лет он не выходил за пределы двора храма, территории храма. His service was famous. Он был знаменит своим служением. So I went in his room. И я пошел к нему в комнату. And the doctor showed me these are his last wishes. И доктор показал мне, вот здесь написано его последнее желание. He said, don't let anyone take me out of the room. Он написал, не позволяйте никому выносить меня из комнаты, выводить. I don't want anyone to serve me. Я не хочу, чтобы кто бы то ни было служил Don't мне. allow anyone to serve me. Никому не позволяйте служить мне. And then when you see a person like that die, И когда вы видите, когда подобный человек умирает, или когда Прабхупада умирал, it's just a change of body. это просто смена тела. I was in the room when Prabhupada left, my guru left. Я видел, я был в комнате, когда мой гуру Прабхупада ушел. It was sad. Это было очень печально. We felt separation. Мы испытывали разлуку. But it was glorious. Но это был прославленный момент. You know, the moment he passed away Тот момент, когда он ушел, was confirmed in the heart of everyone in the room. Каждый в комнате, кто находился, получил убеждение в сердце. And I had a vision. И у меня было видение, That there was no ceiling on the room. Что в комнате не было потолка. And it was like opened up to the heavens. Что вся комната была открыта навстречу раю. And with the kirtan, Handel's Messiah was playing. Some music like dan dan dan. Я слышала, что вот такая музыка звучала вместе с киртаном. Like glorious. Такая очень прославленная, прославляющая. So anyway, there's many stories, but Так или иначе, amazing stuff. Много историй, просто необыкновенные. We'll stop here. Истории, но мы здесь остановимся. And I'll ask, does anybody have any reflections, anything in the class that they remembered И я that хочу kind вас of impressed them? спросить, аудитории, есть ли у вас какие-то вещи, которые во время лекции вы услышали, они оставили у вас впечатление? The point that you remembered. Какие-то моменты, которые особенно вам запомнились? Anyone like to share? Yes. Death doesn't exist. What? The death doesn't Okay, exist. her point, what she said, that death is the illusion of non-existence. Она запомнила, что смерть — это иллюзия несуществования. Anybody else have anything they remember? Я запомнила, что смерть не существует. What? I Ну, remember... вот это
то же самое. That death doesn't exist, that there is no death. There's no death. То есть, да, я запомнила, что смерти нет, не существует. Okay. Anybody else Кто-то have еще? anything they remember? Что-то A запомнил? reflection? Yes. That like the wrong conception is dead before you leave the body, like with the lady. That it's just the wrong conception, which was dead when the Ayurvedic doctor he came and he said, like, Yeah. it's over. Right. That the real disease. Yeah, is the wrong conception. The real disease is not to change your body. Что настоящее заболевание и болезнь – это не смена тела. The real disease is the false ego. Настоящая болезнь – это ложное эго. The desire, I want to be the controller and enjoyer. Желание, что я хочу быть контролирующим и наслаждающимся, That attaches us to the body. которое связывает и привязывает нас к телу. Anybody else? Yes. Что жизнь начинается только после смены концепции, после смерти концепции сверх этого, суперэго, да? Прошу прощения. Что жизнь начинается только после смерти концепции привязки к эго. Well, real life starts when we, how to say, lose this conception of Right. ego. Right. That Hegel said, Как Гегель говорил, we have to die to live. что нам нужно умереть, чтобы жить. The real life Настоящая жизнь is the soul, – это душа, which is the consciousness of compassion and devotion. которая является сознанием, исполненным сострадания и преданности. And the false concept of life А неверное представление о жизни is I am the enjoyer and – controller. что я являюсь контролирующим и наслаждающимся. Death is meant to help us realize that. И что смерть помогает нам осознать это. Life is meant to help us realize that. И жизнь предназначена для того, чтобы помочь нам осознать это. That's why I said life is death. И поэтому я сказал, что жизнь – это смерть. It's the process Это процесс of realizing the eternal soul. осознания вечной души. Any other reflections? Hugo? But what does this happen? Because I think here, no one. You can ask a question. You want to? Yeah, it's a question. Okay. Yeah. Because no one doubts that we are the soul. We understand it. Yeah. So when you say that we should be conscious of this and just forget about the ego, how does it happen concretely? Is it some kind of realization, or is it some kind of practice, everyday practice? Okay. I mean, how concretely? Because I got the question. He says, how does it happen so quickly? No, why not so quickly? But how does this happen? What do you do is that you understand it? To realize the soul. То есть вопрос в том, как это происходит, что за практика осознать, что я душа. Yeah. See, what happens is Происходит так, что sometimes we need a push. иногда нам нужно, чтобы нас подтолкнули. It's kind of like when water is boiling. Это можно сравнить с кипящей водой. I tell this experiment. Я вот рассказываю такой эксперимент. 2 rooms, 2 комнаты, 1 pot of hot water, одна емкость с кастрюлей с кипящей водой, 1 pot of boiling water, с горячей водой и с кипящей водой. 5 frogs in each room. И в каждой комнате по 5 лягушек. The frogs in the room, they open it up after 2 hours. И вот открывает комнату через 2 часа. The frogs in the room with the boiling water Лягушки в комнате, в которой была кипящая вода, are alive. живы. The frogs with just the hot water are dead. А лягушки в комнате, где была просто горячая вода, мертвые. Why? Почему? Because the hot water, Потому что горячая вода, frogs need water, лягушке нужна вода. so they get in the hot water И вот они забираются в эту горячую воду, and they can tolerate, и они могут ее терпеть. but it will dehydrate them and kill them. Но она их иссушит и убьет. The boiling water, А кипящая вода, the frogs jump in and jump out. лягушка запрыгивает туда и сразу же выпрыгивает обратно. So this world, И вот этот мир, we get used to it, мы к нему привыкаем, but it kills us. но он убивает нас. Because we're not happy on that platform of the enjoyer and Потому controller. что мы не можем быть счастливы на этом уровне наслаждающегося и контролирующего. Because we become disconnected from the soul. Потому что из-за этого мы теряем связь с душой. But when the
heat turns up. Но когда температура поднимается, ее поднимают, And we have some spiritual knowledge, some spiritual guidance, температура увеличивается, и у нас есть духовное знание и духовное руководство, we'll quickly embrace the soul. мы очень быстро открываемся навстречу душе. So we hear the Gita every day, И мы слышим Гиду and so каждый many день, verses. столько много You're стихов. not the body, Ты не тело, your spirit ты soul. духовная душа, Krishna is God. Кришна Бог, Surrender to God. предайся No Богу, problem. We проблем. hear it and hear it, Мы слушаем и слушаем. but we're kind of, it's okay. Но как бы нормально. We need to be the enjoyers and controllers. We think that. Мы думаем, что нам нужно быть наслаждающимся и контролирующим. Then every once in a while the heat turns up. Но вот иногда, каждое какое-то время, по промежуток времени температура поднимается, And we remember. увеличивается. И тогда мы вспоминаем. It happened to me. Со мной так было. I'm the Maharaj. Я Марадж, And after the Maharaj, and I'll be the Guru. я And буду the Guru, гуру, I'll be this. я And гуру, I'm потом я off, буду and то и так далее. I'm a devotee. Я преданный. And then, И потом вот так. then you jump out. И тогда вы You embrace выпрыгиваете. the soul. И вы принимаете и обнимаете душу. The best story for this И самая лучшая история, демонстрирующая is это, when Krishna is killing the Kaliya serpent. это когда Кришна убивает змея Кали. The Kaliya serpent has so many hoods. У змея Кали так много клобуков, капюшонов. And Krishna is dancing on them Кришна танцует на них. very beautifully. Это очень, очень красиво танцует. And the hoods represent the false ego. И эти капюшоны представляют ложное I am эго. the controller, I am the enjoyer. Я контролирующий, я I am the наслаждающий. Бах! When I went to school, Когда я ходил в школу, if you get into a fight если мы в драку and ввязываемся, someone beats you up, ты ввязываешься в драку, кто-то побеждает when тебя. people ask you about И it, когда люди тебя об этом спрашивают, you say, ты говоришь, I would have defeated him, я бы его победил, but I had my school clothes on. но на мне была школьная форма. We can't admit. Мы не можем признать. So what happened? Krishna kept on knocking the hoods. I am the enjoyer. Что происходило? Кришна продолжал бить по этим клобукам. And when all the hoods were smashed, Я наслаждающийся, контролирующий. И когда все эти клобуки были уже прибиты, Kali remembered Кали вспомнил the teachings of his wife, учения, которые давали ему его who was a жены, great devotee. которые были великими преданными. And then he said, И он сказал, I'm sorry, простите, I didn't mean to do it. Please. I didn't mean to do it. I'm sorry. я не специально. And that's the way it works. И вот так все и происходит. We have things, У нас есть вещи, but we don't act on them. но We don't. We have у realization, нас есть осознание, понимание, но мы не действуем but таким sometimes we need образом. a push. Иногда нам нужно, чтобы нас подтолкнули. So, death is that. И этим является смерть. People get real serious А люди становятся действительно серьезными. when they see there's no hope to be the false. There's no hope for the false conception. Когда они видят, что уже нет никакой надежды придерживаться неправильных представлений. Now I'll make a very important И point. сейчас я сделаю очень важное I have to утверждение. make this point. Я должен это утверждение It will сделать. be misunderstood. Вы все меня неправильно поймете. Bhakti is not against enjoyment. Бхакти не против наслаждения. Just like we don't live to eat, Точно так же, как мы не живем ради того, чтобы we есть, eat to live. мы едим, чтобы жить. Just like we don't live to enjoy, И точно так же, как мы не живем, чтобы we enjoy наслаждаться, to live. мы наслаждаемся, чтобы жить. But for what purpose? Но с какой целью? To be peaceful and realize the soul. Чтобы быть умиротворенными и осознать душу. But ultimately, Но в конечном итоге you have to be detached. вы должны отказаться от всех You may привязанностей. work through your attachments Вы можете продвигаться, несмотря на свои in a привязанности, very practical way. с помощью очень практичного метода, You have family. практичным образом. У You вас raise children. есть семья, вы воспитываете детей. You have entertainment. Entertainment. У вас есть развлечения. There are things in human life, Есть вещи в человеческой жизни but they're not the goal. разные, но они не являются целью. There's another goal, Есть другая цель. and that's to realize the soul. И эта цель осознать душу. And sometimes И иногда, what God does что делает Бог?
he takes away things Он забирает вещи у нас, to help us realize something higher. чтобы помочь нам осознать что-то более высокое. Or he'll give things Или Он дарует нам вещи. also. Также. But his objective is we realize the self. Но Его намерение заключается в том, чтобы мы осознали себя. Because floating in the hot water Потому что, плавая как бы of this world, в этой горячей воде, теплой воде этого I'm мира, okay, у меня все нормально. I'm the enjoyer, Я I'm наслаждаюсь. the controller, Я I контролирую. have my house, У меня дом I have my есть. family, Моя семья есть. I have my job. И работа есть. But where will it lead? Но к чему все это приведет? Without spiritual realization. Без духовного понимания The сознания. famous king, Известнейший he царь. thought he was so powerful, Он думал, что он настолько могущественен. but what happened? Но что случилось? He tried to stop the tide. Он попытался остановить волну. But the phrase was, time and tide stop for no man. Но есть такое выражение: время и волны не останавливаются. Прилив. Прилив не останавливается ни перед каким человеком. I'm 67 years old. Мне 67 лет. I wrote an article Я написал статью. that it used to be 50 years old, the age of 50. В возрасте 50. See, in Hindi, 50 is pichas. На хинди 50 называется пиджас. As means hope. Ас означает надежда. At the age of 50, you still have hope. То есть в возрасте 50 лет у вас все еще есть надежда. 51 51 in Hindi на хинди is Ekavan. экаван. Van means the forest. Ван означает лес. There's no hope. Надежды нет. But now it's not like that. Но сейчас все не так. So I was 50 and I was Maharaj. Итак, мне было 50, я был Махараджа. I was the enjoyer and Я был controller. наслаждающимся и контролирующим. 55, 55. still the enjoyer and controller. По-прежнему наслаждающийся и контролирующий. 60, 60. still going strong. Все еще I все can в порядке. control. Могу контролировать. Maybe I'll get more disciples. Может быть, еще Maybe I'll get more money. учеников будет, Now I'll больше have power. денег, больше могущества. 65, 65. no hope. Надежды нет. So I wrote an article. Я написала статью. 65 is the new 50. 65 это новое 50. No hope. Надежды нет. You really have to think. И вам действительно нужно задуматься. How many more years? Сколько лет? I'll tell one more story. Еще осталось. Я I расскажу usually еще don't speak so long, одну историю. Обычно я так долго не говорю. but you're all listening Но вы still. все слушаете. Story is called The Pool of Death. История называется «Пруд смерти». The great king, Великий царь, something was missing. чего-то не хватало. He goes to this body of water, И он отправляется к этому водоему, and the king of death comes out и там является царь смерти, and says, и говорит: if you don't answer these 100 questions, если не ответишь мне на эти 100 вопросов, you'll be killed immediately. то ты тут же будешь убит. I thought this is the greatest reality TV show. Я подумал, что это самое лучшее реалити-шоу We can call the reality TV для show телевидения, можем так это назвать. The Pool of Death. Озеро смерти. If you don't answer the 100 questions, Если не ответите на 100 вопросов, you die. умираете. I think it's a great idea. Мне кажется, это великолепный замысел. Anybody ever hear of Fire Sign Theater? Кто-нибудь здесь слышал о таком театре No? Нет? Fire what? Forget it. So he answered all the questions. Так, он ответил на все вопросы. And then the last question И was, последний вопрос был: what is the most wonderful thing? что самое удивительное в этом мире? And he had 60 seconds. И у него осталось 60 секунд. Most wonderful thing, there's so many То wonderful же things. самое Krishna is интересное, wonderful, самое this is удивительное. wonderful. То удивительное, это 30 удивительное. seconds, 45, 40, 50. 45, The most 50. amazing Самое thing удивительное in the whole world. во всем мире. My father's died. Мой отец умер. My father's died. Отец моего отца умер. Everyone's fathers У died. всех отец отца умирает.
But everyone acts as if they won't die. Но каждый действует так, как будто бы он не умрет. They don't put this in the equation of their life. Они это со своей жизнью никак не связывают. Yes, Да, you got it. ты угадал. And I'll end with the story of my grandfather. И последняя будет история о моем дедушке. I already ended. На самом деле уже все закончилось. I'll tell the story of my Но я grandfather закончу историей о моем дедушке. from Kiev. Он из Киева. He, in his whole life, За всю свою жизнь he never went to a funeral. он никогда ни разу не отправлялся на похороны. Never. Никогда. Always had an excuse. У него всегда было какое-то оправдание. He never wanted to see that. Никогда он не хотел видеть We're смерть. all like that. Мы все точно такие же. There's something called smasana vairagya. Вот есть такая вещь, смасановая раки. It means renunciation at the funeral pyre. Это называется отречение у похоронного огня. And it indicates И это говорит о том, that that's the only time we're renounced. это указывает на то, что только в этот момент мы The body is отрекаемся. burning up. Когда тело сгорает, This will happen to me. I bet this will also happen мы to видим, me. как сгорает тело, и мы думаем, со мной то же самое произойдет, But then we forgot. но потом мы забываем. So my grandfather was in his 90s. И вот моему дедушке было уже за He got 90, cancer. он заболел раком, He walked out of the hospital 7 times. и он 7 раз уходил из больницы. And then I happened to be in America И я был в Америке when he died. в тот момент, когда он умер. In 20 years, Через 20 it was лет. the only time I was in America. Это был единственный раз, когда I я was был in India and he was в dying. Америке, и потому что остальное время я был в Индии, And I и went он to the умирал. funeral. И я пошел на похороны. And my father said to me, И мой отец сказал мне, can you put on just regular ты clothes? можешь обычную одежду надеть? I'm a little fanatic at that Я time. был в тот момент фанатичен I said, немного. no, this is the way I Я dress. сказал, нет, я одеваюсь вот так. So I went, И я пошел туда. and my uncles are multi-millionaires. И мои дяди это мультимиллионеры. So such a posh funeral И home. это был очень престижный, блестящий такой зал для похорон. And we, all my brothers and my cousins, they walk in with their beautiful wives. И все там мои братья, двоюродные братья, они пришли туда своими чудесными женами красивыми. Because everything is full, but the first row, the immediate family walks in. И там очень много было родственников, все было заполнено людьми, но на первом ряду были самые ближайшие And then we родственники. all walk in. И вот потом заходим все мы. My brother and his beautiful wife, my other brother and his beautiful wife. У моего брата чудесная жена, у второго брата прекрасная And жена. they're all male cousins, and this cousin with their И у всех beautiful моих wife. двоюродных братьев великолепные жены, и того и этого. And Jewish, И они евреи, so everyone's wearing и yarmulkes. все носят ямки, Little skull caps. ермолки, такие маленькие шапочки. And then we all walk in, И мы заходим, all these beautiful people in black. и все вот эти прекрасные, красивые люди в черном. And then there's one guy in You- robes and orange. И вот там один такой парень в оранжевом. And we're sitting in the front. И мы сидим в первом ряду. And then my uncle gets up and gives a speech И встает мой дядя, и он речь дает. of my grandfather's last words. И он говорит о последних словах моего дедушки. You know what his last words was? Знаете, что он сказал? I thought I was wise, Он сказал, я думал, что я мудрый, the wisest of the что wise. я мудрейший из мудрейших. I thought I was strong, Я думал, что я сильный, the strongest of the strong. сильнейший из сильнейших. But it's not true. Но это неправда. And my uncle said, no, it is true, he'll live on Но by потом his... мой дядя сказал, нет, это правда, он всегда будет жить. Okay, for me this is, I'll go only 5 more minutes and then we'll have some prasad. Еще 5 минут и потом просад. Any other questions? Еще есть вопросы какие-то? Anybody have any reflections? Какие- Something they remember they like to Какие-то share? впечатления, You что gave one. Anybody else? хотели, no one кто не wants говорил? Observation? Yeah. Есть ли какие-то практические советы, как научиться отделять свою душу от тела? Do you have any practical advice how to separate your soul and body? How to separate the soul from the body. Distinguish. Practical advice. Yeah.
Our practical advice is Практический совет такой. we have to have faith in the soul. У нас должна быть вера в душу. And at any moment, И в любой момент времени there's two voices in our mind. в нашем уме раздаются два голоса. One I call my willing, Один я называю моя воля, мои желания, what I think is best, то, что я думаю будет лучшим, and thy willing, и его желание. what I want and what is right. То, чего я хочу, и то, что является правильным. Now what I want can also be right, То, что я хочу, также может быть правильным. but not because I want it, Но не потому, что я этого because хочу, it's right. а потому что это правильно. So when we always follow what is right, И если мы всегда следуем тому, что правильно, which is called dharma, и это называется дармой, which is a reflection of the soul, и что является отражением души, two things will happen. тогда произойдет две вещи. We'll realize the soul, Мы осознаем душу, and we'll realize that when we do what is right, и мы осознаем, что когда мы действуем правильно, the best will happen. когда мы делаем то, что правильно, то будет происходить все самое лучшее. And even when there's very difficult things that happen to us, И даже если с нами будут происходить самые сложные, тяжелые вещи, if we respond with dharma, если мы будем отвечать в we'll соответствии see с дхармой, the gift that God has always given. тогда мы сможем увидеть тот дар, который Господь всегда нам дает. And then when death comes, И когда придет смерть, we'll be like Prabhupada. мы будем подобны Прабхупаде. What is death? Что такое смерть? But a change of body. Это просто смена тела. We'll have that fit. So we have to live a life of dharma. Мы будем так думать, поэтому нам нужно жить жизнью дхармы. Something that's beyond just what I want. Это жизнь, которая right. выше того, что просто я хочу, And that's the whole purpose когда я of живу having как mentors, правильно. gurus, И teachers, в этом смысл иметь traditions of руководство, духовного учителя, наставника, традицию знания. Okay, tell Anand she can bring. Проводит, я. You all ready? Okay. It's such a good audience that I went on much longer than I ever speak. Такая чудесная аудитория сегодня, что я намного дольше говорил, чем Thank обычно. you all. Спасибо вам всем. Do we have something else? Okay. So we'll hand out some. And if anybody wants to stay and ask more questions, Мы сейчас будем раздавать сад. Если кто-то хочет подольше остаться и задать еще вопросы, I'll probably hang around. я, скорее всего, буду поблизости. Okay. Prabhupada ki jai. Шилдундар Мараджа ки. You can't go without a cookie. Без печенек не уходим. Okay. Okay, there's two types of cookies, three types of У cookies. нас 3 варианта печенья. Okay, so everyone gets one of each, right? Anything else?